Вот она, новая R-Meta с технологией Metamaterial Absorption Technology. Новинка вышла на аудиофильскую арену так ярко, что сразу привлекла к себе внимание аудиоэкспертов и любителей качественного аудио. Как результат, награда ИСА 2023-2024 года, КЕФ-Р – лучший продукт, лучшая серия акустических систем, вся серия получила высшую награду. Так что не рассказать о новой КЕФ-Р Meta никак нельзя. Новая R-Meta расположена выше середины ценового диапазона. R3 – это универсальная акустическая система, она может использоваться как в стерео и многоканальном аудио, так и в домашнем кинотеатре. Для полного комплекта пришлось купить стойки S3. Стойки S3 – это тоже новинка. Это специально разработанные стойки для третьей версии R-Meta. Всех приветствую на канале Hi-Fi Energy. Сегодня будет большой видеообзор, посвященный новой КЕФ-Р Meta третьего поколения. Я расскажу о новинках новой линейки R-Meta. Серия R впервые была представлена в далеком еще 2011 году как линейка акустических систем высокого класса с использованием технологий, разработанных для серии Reference. Во второй версии 2018 года серия R получила новые технологии, представив первый ENIQ 12-го поколения, оснащенный демпфером зазора Твиттера. Сегодня на видеообзоре представлена трехполосная полочная акустическая система R3. Акустическое оформление, фазоинвертор. Купить напольную акустику R11 или R7 для видеообзора у меня просто нет возможности. Хотя интерес к этим напольным акустическим системам, конечно, есть. Хочу напомнить, что видеообзоры я делаю сам, без чьей-либо помощи. Аудиотехнику покупаю за свои деньги. И еще, сразу после видеообзора я продаю аудиотехнику, чтобы купить новую для очередного видеоролика. Аудиотехнику я продаю со значительной скидкой. Так что кого, если интересует покупка фактически новой протестированной аудиотехники или новая аудиотехника с экспертной установкой и настройкой, обращайтесь. Разработка новой серии R с использованием Meta 12-го поколения началась с разработки нового драйвера ENIQ, сделанного на основе ENIQ для Blade и Reference Meta. В новой R-Meta переработана вся конструкция, что привело к значительному улучшению качества звучания. Звучание стало чище, точнее, реалистичнее. Акустические системы могут быть установлены в различных помещениях, как для прослушивания музыки, так и в системе домашнего кинотеатра. Линейка состоит из 7 моделей. 3 напольных моделей R11 Meta, R7 Meta и R5 Meta, одной полочной модели R3 Meta, сегодня эта модель находится на обзоре. Для R3 Meta сделана новая подставка S3. В линейке 2 модели LCR R6 Meta и R2 Meta и одна модель R8 Meta, сертифицированная для Dolby Atmos. Пришло время узнать и посмотреть, как сделана новая R3. Поскольку у меня нет других акустических систем новой серии R, как сделана напольная R11, я расскажу с использованием картинок. Концепция напольных акустических систем отличается от полочной R3. Для отделки корпуса используются 3 основных цветовых решения. Это белый глянец, черный глянец и орех. В R3 дополнительно в специальной серии используется цвет индиго, а в напольной R7 используется дополнительный специальный цвет титановый глянец. Однако цветовое решение отделки индиго и титановый глянец заточены под стереосистему. Одной из главных целей проектирования новой R-Meta заключалось в том, чтобы звук исходил от динамиков, а не от каких-либо других частей акустической системы. Хорошая прочная конструкция корпуса – это обязательное условие для достижения поставленной цели. Корпус должен оставаться как можно более инертным и не реагировать на возбуждаемые динамики колебания. Чтобы снизить энергию от резонансов и уменьшить их амплитуду, используется механическое демпфирование за счет добавления слоя вязкоупругого материала к вибрирующей панели. На рисунке можно увидеть влияние демпфирования корпуса за счет снижения резонансов корпуса. Исследование показало, что аналогичного эффекта можно достичь за счет демпфирования
внутренних ребер жесткости корпуса вместо полного демпфирования. Такое демпфирование, по заявлению компании, превосходит демпфирование всей внутренней поверхности панели. Я скажу несколько осторожнее. Не уступает демпфированию всей внутренней поверхности панели, обеспечивая при этом более эффективное использование материала. На рисунке можно увидеть, как влияет демпфирование перегородок стенок корпуса на снижение резонанса корпуса. На мой взгляд, очень приличное снижение резонансов. Для измерения вибрации корпуса компания KEF использовала специальный лазерный виброметр. Я домонтировал динамики с фронтальной панели. Внизу, естественно, был установлен низкочастотный динамик и наверху средне-высокочастотный динамик. Система трехполосная. Фронтальная панель очень толстая, 30 мм. Боковые стеночки 25 мм, что для такой маленькой колонки, ну, это выше крыши. Внутри установлены стяжки, хорошо все проклеено. В верхней части заполнение верхней камеры идет с помощью акустической пены. Она похожа на поролон, но никакого отношения не имеет. Она по структуре вот ближе между что-то вот такой резиной и поролоном, что-то промежуточное. Внизу установлен для низкочастотного динамика синтепон заполнения. Компания очень тщательно выбирала материалы, делала исследования и остановились на среднечастотном динамике. Это заполнение корпуса пены, и для низкочастотного динамика это заполнение синтепоном. Излишнее заполнение плохо, потому что это ведет к звуку, который будет достаточно вялый, и снижается энергоотдача на низких частотах. Мало когда материала поглощающего, звук становится таким протяжным, затянутым, тоже плохо. Гудящим даже, можно сказать. Проводочки здесь вот использованы в верхней части, соответственно, для среднего и высокочастотного динамика. Они жесткие, обозначения на них никаких нет, но это явно не монтажный кабель. Очень такой вот прямо. Интересно даже посмотреть было бы, конечно, структуру, но вот не видно. Так обжато, что не видно. Корпус маленький, да, вот подлезть особо некуда. Внизу тоже маленькая часть, стоит полочка, распорочки. И все. Что мы тут видим? В нижней части установлены кроссоверы. Причем их три. Вероятно, для того, чтобы разместить все, потому что похоже по рисунку на R11 там одна плата. Ну, может быть, и не так. Это надо смотреть, конечно. Итак, спереди мы видим кроссовер среднечастотного звена. Слева, сзади это кроссовер низкочастотный. И со стороны терминалов, я покажу, как все это выглядит, там установлен кроссовер высокочастотного звена. Что тут еще интересного видно? А вот накладочки, вот они, на ребрах жесткости. Здесь есть накладки демпфирующие. И по результату измерения они пришли к выводу, компания, что есть смысл делать только ребра. Результат будет точно такой же. Крепление здесь идет на саморезах, 6 саморезов внизу. И верхняя часть, она имеет двойное крепление. Значит, устанавливается в корпус вот такое металлическое кольцо. Вот оно. И на кольцо с помощью винтов, 6 винтов, крепится уже динамик. То есть получается 6 плюс 6, 12 точек крепления. Могли бы они сразу здесь установить втулки и закрепить динамик? Могли, но они это не сделали. Не сделали намеренно, об этом они пишут. Они хотели сделать так, чтобы максимальная развязка была между корпусом и среднечастотным динамиком. Вот видно, здесь идет, соответственно, демпфирующий материал, и такой же демпфирующий материал идет на динамике. Поэтому это сделано только с одной целью, чтобы была максимальная развязка средневысокочастотного динамика с корпусом. Переднюю панель закрывает, я бы сказал, вот за мой жаргон, простите,
понтовая вот такая решеточка. Если обратили внимание, она обладает каким-то вот таким 3D-эффектом. То есть, когда она установлена на фронтальной панели, полностью пропадает как бы вот изображение вот этой части. То есть виден сразу динамик. Материал это похоже пластик, но сверху материал похож на алькантару. Вот как в автомобилях используется. Очень классный материал. Он хорошо чистится, очень долговечный. Вся эта перфорация, все это наносится с помощью лазера. То есть все сделано очень аккуратно. Края тоже здесь похожи, все это приклеено. Вообще ничего не топорщится, как будто это одна деталь. Целиком все сделано. Ну вот видно, как стоят динамики на передней панели. Так что сделано все очень классно. Я, конечно, рекомендую настоятельно использовать решеточки. Настоятельно. Ну, во-первых, эти решетки, так же, как и у монитор аудио, они хорошо рассеивают звук во всех плоскостях. И мои опасения по поводу того, что будет падать звуковое давление на высоких частотах, не оправдалось. Звуковое давление не падает, а ширина, диаграмма, она становится шире. Здесь, к тому же, еще надо помнить, что так же, как и у монитор аудио, используются алюминиевые диффузоры. Они очень хорошие, я о динамиках расскажу позже. Это уникальная здесь технология. Но алюминий, к сожалению, при любом повреждении сразу оставляет следы. Это не бумага, там, где можно нажать, что-то сделать, там, и все, ничего нет. Здесь сразу останутся следы. То есть на звук это не повлияет, но на эстетику, конечно, может повлиять. Решеточка почти симметричная, но вот выдает все-таки, что вверх. Тоже такое ощущение, что здесь как бы вот идет давление какое-то, вот высокой температуры, клише стоит. С помощью высокой температуры поставили вот такой значок. То есть решеточка очень классная, и ее настоятельно использовать, ставить, устанавливать, пользоваться решеткой. Сейчас я покажу, что находится сзади, то есть что там можно увидеть, на что можно обратить внимание. А это вид сзади. Здесь справа наверху находится порт фазоинвертора, хитрый, да, порт. Сверху пластик, а внутри типа резины установлен соединительный порт. Внизу здесь расположен терминал. Терминал вот такой вот тоже очень красивый. Здесь есть, соответственно, разъемы для высокочастотной части, среднечастотной и низкочастотной. Есть специальные перемычки в центре. Не надо ставить, да, металлические никакие там перемычки, проволочки, еще что-то. Можно просто закрутить или открутить, соответственно, будет система раздельно работать, или с помощью перемычек закорачиваться и однопроводное подключение. Все очень симпатично. Внизу для разъема типа банан есть специальное гнездо, только надо снять предварительно заглушечки, отвернуть вот такие красивые черный хром винтики и снять заглушки. Вот так это все выглядит. Зажимается это с помощью больших таких цилиндров металлических, закорачивается, да, вместо перемычки, и все. Никаких проблем нет. Очень симпатичная вещь. Вот такая. Что есть еще можно посмотреть? Посмотреть можно, что сзади находится кроссовер. Увидите? Кроссовер высокочастотного звена. Как сказал, все здесь кроссоверную часть разместили на 3 платах. Соответственно, низкочастотная, среднечастотная, высокочастотная часть. Проводочки вот такие тоже сюда подходят к терминалу, жесткие, так что никаких проблем нет. Стойки металлические, предназначены специально для модели R3, соответственно S3. Есть специальный кабель-канал, соответственно, можно подсоединить кабель к терминалам, убрать его и вывести уже внизу усилитель. То есть эстетика здесь присутствует. А так, что-то куда-то подобраться, здесь больше никакой возможности нет. Да и то, что я посмотрел, особой надобности тоже нет. Куда-то здесь лезть, потому что сделано все очень хорошо.
Собственно говоря, это вот общий обзор, что находится внутри колонок. Другой тип резонанса, который возникает внутри корпуса, это акустические стоячие волны. Эти акустические резонансы возникают, когда воздух внутри корпуса резонирует при возбуждении в динамиках на частотах, длина волны которых относительно мала по сравнению с размером корпуса. Из-за влияния внутренних размеров корпуса и расположения динамиков могут возникать одна или несколько стоячих волн. Стоячие волны окрашивают звук, проникая в помещение через диффузор динамика, порты фазоинвертора или стенки корпуса. Наиболее эффективный способ подавления резонанса стоячей волны – это в первую очередь избегать их возбуждения. Это достигается за счет правильной установки динамиков, а также за счет правильной конструкции корпуса и демпфирующих материалов. Внутреннее демпфирование корпуса такими материалами, как синтепонная акустическая пена, должно быть оптимальным для достижения баланса между подавлением резонансов и отдачей на низких частотах. Расположение и тип акустического демпфирующего материала внутри корпуса для среднечастотного и низкочастотных динамиков серии R-Meta были изменены таким образом, чтобы гасить стоячие волны. Это привело к ощутимому повышению четкости верхнего баса и средних частот. На рисунке показаны измерения скорости диффузора низкочастотного динамика R11 Meta, выполненные лазерным виброметром с демпфированием внутри корпуса и без демпфирования. Резонансы, наблюдаемые на частоте 250 и 490 Гц, соответствуют первым двум продольно стоящим волнам. Их уменьшение очевидно при добавлении демпфера в стратегически важных точках. На следующем рисунке можно увидеть, как удалось уменьшить резонансы в корпусе. Соответственно, синий график – это измеренное значение R-Meta, красный график предыдущей серии R и черный график резонанса в корпусе без демпфирования. На следующем графике можно увидеть, как удалось уменьшить резонанс в корпусе в диапазоне средних частот с использованием в качестве демпфера специальной акустической пены, похожей на поролон. Далее на графике показано сравнение вибрации боковой стенки корпуса R11 Meta с пеной и без пены вне среднечастотного диапазона. На следующем графике показана частотная характеристика среднечастотного диапазона, естественно, без кроссовера, как удалось улучшить линейность АЧХ. Еще хочу напомнить, что ниже точки кроссовера среднечастотный динамик продолжает работать с плавным спадом отдачи. Соответственно, необходимо учитывать работу динамика ниже точки кроссовера. На рисунке показано схематичное изображение UniQ. Я думаю, что немногие вживую видели этот уникальный динамик. Твиттер в новом UniQ имеет уникальные технологии, которые позволяют обрабатывать как передний звук, производимый куполом, так и задний. Я хочу отметить, что этого не делает ни один другой производитель. На рисунке схематично показан вид конструкции твиттера в разрезе. Передняя часть утолщенного алюминиевого купола излучает звуковую волну в небольшую камеру сжатия, нагруженную на усовершенствованный волновод с функцией фазовыравнивателя. Это помогает излучать куполу на высоких частотах звуковую волну, как пульсирующая сфера. Этот волновод плавно переходит в диффузор среднечастотного динамика, используя среднечастотный динамик как часть своего профиля. Тщательно продуманная геометрия гарантирует, что передние звуковые волны от купола равномерно распространяются в комнату прослушивания с широкой и плавной направленностью. Задняя поверхность купола излучает звук непосредственно в широкий конический волновод, который оканчивается акустическим поглотителем. Там звук поглощается почти полностью. Между твиттером и звуковой катушкой среднечастотного динамика образуется зазор, обеспечивающий свободное перемещение звуковой катушки среднечастотного динамика. Однако этот зазор создает нежелательный резонанс. Демпфер зазора твиттера находится внутри, сзади настроенной полости твиттера. Он соединен с этим зазором, обеспечивая тем самым поглощение резонанса. Технология поглощения обратной звуковой волны Metamaterial Absorption Technology – это название дано диску-поглотителю обратной звуковой волны, который акустически соединен с задней частью купола твиттера. Его функция заключается в поглощении задних звуковых волн
излучаемых куполом твиттера, которые были бы источником искажений при отражении звуковой волны обратно в купол. Диск состоит из 30 каналов различной длины, сформированных в виде трубок, имеющих общее отверстие в центре диска. Трубки действуют как четвертьволновые резонаторы или поглотители, каждый из которых настроен с высокой добротностью на свою частоту. Эта технология, соответственно, позволяет эффективно поглощать узкую полосу частот и ее гармоники. Поглощение резонансов настроено на перекрытие по частоте, что приводит почти к полному поглощению резонансов по всему спектру выше 620 Гц, что значительно ниже порога рабочей частоты твиттера. Для эффективного применения мета важно то, как обратная волна направлена в поглотитель. Для этого необходимо большое отверстие в центре среднечастотного динамика. Речь идет о волноводе, идущего от задней части купола твиттера к диску мета. Необходимо выдержать соответствующие параметры, такие как длина, угол наклона, диаметр отверстия конического волновода, поскольку акустическое сопротивление волновода должно соответствовать сопротивлению отверстия поглотителя твиттера, чтобы избежать отражения волны обратно в купол твиттера. Этот волновод представляет собой канал с коническим профилем, который сужается к поглотителю. Диаметр волновода уменьшается по направлению к отверстию поглотителя. Важно, что увеличение громкости за твиттером, соответственно, и перед куполом твиттера из-за наличия волновода уменьшает нелинейные искажения, связанные с пружинным эффектом сжатия воздуха в полости. Новый среднечастотный динамик сделан на основе динамика, разработанного для Blade Reference Meta. Динамик разработан для устранения фактора модуляции за счет минимизации индуктивности при перемещении звуковой катушки. Так выглядит в разрезе конструкция среднечастотного динамика UniQ. Верхняя часть магнитной системы имеет необычную конструкцию. Она состоит из двух частей, разделенных воздушным зазором. Короткая звуковая катушка, перемещающаяся внутри магнитной системы и совместно со спайдером образует подвижную систему. Внутри зазора с небольшим углублением установлено медное кольцо, выровненное относительно центра звуковой катушки. В магнитной системе динамика расположен волновод твиттера. Здесь видно прохождение магнитного потока в разделенной корзине. Для значительного снижения нелинейных искажений среднечастотного динамика разработана новая конструкция корзины с разделенной верхней частью. Это позволило сфокусировать магнитный поток, поступающий от магнита динамика, от центра звуковой катушки к ее краям, и сделать профиль плотности магнитного потока М-образным. Видно, что магнитный поток уменьшается относительно положения покоя звуковой катушки. Результирующий БЛ по сравнению с ранее выпускавшимся динамиком стал более плоским при перемещении звуковой катушки с отклонением плюс-минус 2 мм. Более плоский БЛ означает, что сила, приложенная к звуковой катушке, будет точнее соответствовать приложенному сигналу, когда звуковая катушка выходит из положения покоя. Еще одна технология KEF, которая появилась в новой R-Meta и применяемая в Blend и Reference Meta, это гибкое разъединяющееся шасси. Новая корзина UniQ изготовлена из композитного материала. Фланец корзины соединен с фронтальной панелью через жесткую стальную пластину. Опоры верхней корзины содержат 8 гибких пружинных элементов, соединяющие части конструкции. Параллельно гибким пружинным элементам установлены еще 4 прокладки из демпфирующего материала, обеспечивающие механическое демпфирование пружин. В предыдущей конструкции серии R 2018 года алюминиевое шасси крепится болтами. Когда подвижная система динамика вибрирует, под воздействием реактивной силы движущейся звуковой катушки, вибрация отсоединяется от корзины динамика с помощью гибких пружинных элементов и быстро рассеивается демпфирующими накладками. В результате вибрация подвижной системы динамика не проникает в корпус и, естественно, не излучает в виде призвуков в комнату прослушивания. Можно сравнить характеристики жесткого соединения корзины динамика и гибкого, измеренных на перегородке динамика с помощью лазерного виброметра.
Измерения показывают, что при жестком соединении корзины динамика на частоте приблизительно 310 Гц присутствует сильный резонанс. Это приводит к тому, что фронтальная панель корпуса излучает вибрацию как звук. В случае использования гибкого соединения шасси измерение не показало следов резонанса в подвижной системе, поскольку резонанс снижен на 30 дБ. Спайдер центрирует звуковую катушку в магнитном зазоре и обеспечивает возвращение звуковой катушки в центральное положение. Спайдер защищает звуковую катушку от повреждений при экстремальных перемещениях. Широкий спайдер с большим количеством волн, естественно, обеспечивает больший диапазон перемещения звуковой катушки, что важно для мощных низкочастотных динамиков. Однако широкий спайдер приводит к механическому резонансу в полосе пропускания частот динамика. Когда это происходит, на частотной характеристике образуется ступенчатое снижение отдачи динамика, что нежелательно и хорошо заметно, поскольку наиболее чувствительно ухо к звуку на средних частотах. Вывести резонанс подвески за пределы диапазона рабочих частот среднечастотного диапазона непросто, поскольку для этого требуется очень низкая масса подвижной системы, при этом позволяя подвижной системе динамика совершать полный линейный ход. Профиль спайдера была изменена таким образом, чтобы уменьшить его ширину до 6,9 мм, что привело к уменьшению его массы и повышению резонансной частоты за пределы полосы пропускания, при этом допуская линейное отклонение более чем плюс-минус 2 мм. На графике показано сравнение частотной характеристики динамиков R18 года и нового R-мета. Видно исчезновение провала на частоте 950 Гц, вызванного резонансом спайдера. Для того, чтобы обеспечить низкую массу и высокую жесткость, диффузор среднечастотного динамика изготовлен из алюминиевого сплава. Это привело к улучшению работы диффузора в поршневом режиме во всей полосе пропускания, что является необходимым условием качественного звучания. Однако из-за низкого внутреннего демпфирования алюминиевый диффузор среднечастотного динамика обычно имеет проблемы вблизи частоты раздела с высокочастотным динамиком, что приводит к резкой нелинейности частотной характеристики. Также ухудшается направленность отдачи динамика, что слышно при переходе звука от средних частот к высоким. Для решения этой проблемы было сделано новое соединение звуковой катушки с диффузором. Соединение было настроено таким образом, чтобы резонанс был ниже частоты вибрации. На графике показано влияние разъединителя с конической шейкой на оси среднечастотного динамика и на его частотную характеристику. Низкочастотный динамик сделан на литой корзине, но уже не совсем. Если обратили внимание, вот здесь сверху видно уже композитное стоит кольцо, развязка. Наверное, пока много, наверное, наделали корзины, я думаю, со временем перейдут тоже на композитные корзины. Второе, что можно отметить, да, диффузор здесь, естественно, алюминиевый, поэтому с ним нужно очень бережно, конечно, обращаться, потому что хоть он и усилен, я покажу внутри, но все равно. На что бы я обратил внимание, на то, что диффузор выдвинут вперед, вот хорошо видно. Многие компании в топовых линейке уже озаботились и фазовыми согласованиями со среднечастотным динамиком, поэтому стараются уравнять магнитные системы, чтобы звук был по фазовым характеристикам идеальным. Здесь как раз вот это сделано, вот видно хорошо, выдвинули вперед. Во-первых, это красиво, когда ставится на кольцо, вперед уходит, и во-вторых, с технической точки зрения, это правильно. Что здесь интересного? Интересно, это, конечно, как усилен динамик. Он усилен целлюлозой. То есть, чтобы сохранить хорошую прочность, и чтобы он хорошо работал в поршневом режиме, его усилили целлюлозой. Значит, здесь катушка такая же огроменная, 50 мм.
Вентиляция здесь идет двойная. С одной стороны вот такое вот отверстие, вот оно, сзади, очень большое. Там диффузор виден, все хорошо. Видны даже отверстия, свет от отверстия. Для вентиляции в диффузоре во втором вот, конус, который держит, сделаны большие отверстия. Все это необходимо для того, чтобы убрать турбулентность, чтобы звук был чистым, чтобы не было свиста. Катушка здесь тоже очень-очень высокая. Ну вот высота вот шайбы магнитного зазора, она где-то 5,5 миллиметров. Видно, как катушка выходит, причем она выходит, здесь еще соединяется фланец, и ее видно. То есть катушка очень высокая, я так понимаю, миллиметров 15-16 высота, никак не меньше. Спайдер, естественно, здесь уже идет более широкий. Вот, так что в основном вот это все по динамику. Сильных изменений здесь нет, но вот эти вот вещи, которые, фишки, которые они здесь сделали, я рассказал, позволяет динамику работать очень хорошо в низкочастотном диапазоне. Сзади что мы тут видим? Видим порт фазы инвертора. Порт фазы инвертора, естественно, установлен не как придется, а рассчитывается, потом уточняется место, где будет наименьший выход стоячих волн, шумов, резонансов и так далее. То есть это все подбирается, то есть это сложная работа. Порт, я уже говорил, что внутри имеет резиновое соединение, то есть гибкий порт, и это позволяет значительно снизить турбулентность и шум от турбулентности. Терминалы можно, конечно, здесь подключить двухпроводное подключение, однопроводное подключение, банан, лопатки, то есть все что угодно, обычным проводом. Но я уже говорил, что прежде чем поставить, если будет с разъемом банан, надо отвернуть вот эти вот красивые черный хром гаечки и снять заглушки. Ну и правильно установить, естественно, зажимы. Потому что может быть так, что где-то не будет звука, а причина простая. Просто забыли довернуть эти барашки, они такие подпружиненные. Так, очень плавно, хорошо ходят. Все очень здорово. Как лучше подключать, это я буду делать уже измерение и прослушивание. Я всегда все сладко оставляю на потом. Вначале техническая часть проверяю, так или не так, что совпадает, что там можно найти. Да, еще интересные вещи, чуть не забыл. Это две вот такие есть заглушечки поролоновые. Их необходимо ставить в зависимости от места установки акустической системы. Схема, в принципе, в паспорте есть. Как это будет работать, я тоже обязательно проверю. Здесь можно вынуть вот центральную часть, то есть поставить типа трубочки, поставить целиком заглушечку. Естественно, до конца туда запихивать не стоит, иначе потом будет проблема ее достать. Достаточно просто чуть-чуть закрыть, да, вот так, это уже будет достаточно. И можно потом легко уже вынуть. Вот. И, собственно говоря, наверное, все. Все, наверное. Остается теперь схемотехника, измерение, прослушивание. Видеообзор подходит к завершению. Осталось рассказать о результатах измерений, схемотехники, о коммутации и результатах прослушивания. Сначала хочу обратить внимание на график импедансии. Это график от компании KEF. Это эталон. Соответственно, сравнивая эталон с реальными акустическими системами, я могу сказать, насколько хороши динамики, насколько правильно все настроено, насколько хорошо сделан кроссовер и так далее. То есть все можно определить, если знать, что смотреть. На что бы здесь обратил внимание? Это с левой стороны есть резонанс, который бы лучше, чтобы его и не было. Это гудит порт фазы инвертора. Это раз. С правой стороны ровная площадка, хотя как-то странно, здесь вроде твиттер обычный, здесь не планарный, не электростат. Должен быть рост импеданса. Все-таки катушка имеет индуктивность, соответственно, должен быть рост, его нет. Реальные измерения. Все очень похоже, за исключением пустяка. Резонанс убрали.
Но подозрения вообще были, что здесь будет что-то по-другому, потому что они очень много говорили о том, что демпфирование должно быть как бы минимальным, там много-много ля-ля-ля, а демпфирование вообще среднее. То есть ящик так забит нормально. Ну, нельзя сказать, что он был пустой, нельзя сказать, чтобы там ногами его топтали, но набивка средняя. Вероятно, в финальной версии, когда уже решали вопрос, что пойдет в продажу, решили все-таки улучшить демпфирование. Убрали этот резонанс, причем он не повлиял абсолютно на настройку порта фазоинвертора. Может быть, там и подкорректировали тоже. Изменений нет. Все остальное, братья-близнецы, высокочастотное звено, все то же самое. Пока непонятно. Следующий очень важный график, точнее их целых 3, это важно, что можно рассчитывать от акустических систем, от какого-то конкретного усилителя. Куда надо его подключать, к чему, что лучше. Итак, сделано 3 измерения. Первое измерение – это с закороченными, соответственно, перемычками. Это совпадает с прошлым графиком. Это красный график. И потом я, естественно, разъединил перемычки и замерил на верхней секции средневысокочастотное звено и, соответственно, низкочастотное звено. Вот здесь достаточно интересно получается. То есть разница в одином на дороге не валяется. Это много. Причем диапазон такой, как говорит, колбасный. От 80 Гц до 400. Если слабый усилитель, предположим, домашний кинотеатр, там ватт по 50, и есть 2 лишних канала, каким-то образом, подключение по схеме биампинг даст очень хороший результат. В стереорежиме придется подумать о токовом усилителе. Колонки как бы тоже не 3 копейки стоят, поэтому усилителям понадобится хорошие, не обязательно там сверхмощные, хотя они странные дают цифры, как обычно. Минимальное значение и максимальное. Но максимальное значение отличается от РМС. Поэтому я бы рекомендовал РМС не 180 Вт, это максимальное значение, кратковременное. А долговременно, не больше 120 Вт. Но для таких вот колонок, честно говоря, это нормально. Нет, можно и 200 Вт, и 250 брать, если есть индикаторы на выходе усилителя, индикаторы мощности. Проблем нет вообще, потому что разница в уровнях записи может отличаться на 15-20 дБ. Поэтому как бы страшно ничего нет. Но если вот вообще ничего нет, вот все так, ни стрелок, ни измерений, ничего, 120 Вт это вот так вот хватит для реальных этих колонок. Следующее это импеданс раздельно всех динамиков. Слишком много я говорил на эту тему, слишком много писали они. Я только мог пересказать, вот эти все сложные технологии. На деле надо посмотреть, что получилось. Первый график красный с большим горбом – это импеданс вуфера. Здесь практически все чистенько. Есть один резонанс, это от спайдера. Вот о чем я говорил, это от спайдера, но увели его на 2 кГц. Хочу напомнить, что частота среза 420 Гц. То есть очень далеко остался резонанс. Это спайдер. И действительно, эта проблема есть у всех динамиков. То есть здесь проблемы нет. Все, что идет от 400, дальше там вообще ничего нет. Это гималайский горб, он, конечно, через часов 80, я думаю, он просядет значительно. Добротность упадет, но это у всех колонок практически 100%. И улучшается, естественно, бас сразу же. Среднечастотная динамика – это зеленый график. Здесь ничего такого нет. Есть легкие волны, но вот сколько я проверял, с очень легким подвесом, с очень малой подвижной, с малой массой подвижной системы, неустойчивость она чуть-чуть есть. Но когда ставится динамик в корпус, все исчезает. Все, здесь нет, даже нет резонанса от спайдера, от которого они уходили, сделали 7 миллиметров, даже меньше 7. Он не присутствует, все чистенько. То есть здесь вопросов нет. Что касается высокочастотного динамика твиттера, здесь все достаточно интересно. Есть размытый резонанс на 600 Гц, но я вообще стараюсь все убрать, все резонансы. А дальше как резистор. То есть это не динамик, это резистор.
Это вообще высший пилотаж. Ну, это я встречал еще один раз, но, может быть, это и много где есть, но обычно встречается только в топовых конструкциях, когда удается сделать так, что импеданс не растет. Соответственно, нет звуковой компрессии. Компрессии нет на высоких частотах. Потому что когда растет сопротивление, отдача на самых высоких частотах падает. А здесь все-таки так, твиттер стоит достаточно далеко, рупорочек здесь стоит. И обошлись без всяких цепей компенсации. Вот за счет этой технологии. То есть все я нашел, их не технология, но вот технология не увеличение импеданса, она не описана. Но это очень интересное явление. Могу сказать, что это очень редко. Я не беру там планарные динамики, электростат, там ровненько. Там, естественно, индуктивность низкая. Следующий график – это так, как раньше выглядел резонанс. В области 1000 Гц, но он был и на старый R, и на кушке это есть. То есть не только, это практически у всех динамиков, я отмечаю точно, вот 900-1000 Гц. Это спайдер, то есть центрирующая шайба имеет проблемы. К чему это приводит? Ни к чему хорошему, сразу могу сказать. Следующий это график я покажу от Q750. Вот видно, какой идет провал. То есть вот реально это место вот такое вот. Постоянно. Причем это очень важный диапазон. Это голос, голосовой, да, вот важно, чтобы не было вот гнусавых всяких там вот вещей, там нот, чтобы было ровно. Этот диапазон должен быть ровный. А вот сейчас будет следующее ETR3. Правда, хочу сказать, что амплитудно-частотная характеристика сильно поменялась через 2 часа, потому что при включении она так и не была. Равнёхонькая. То есть вот для такого уровня акустической системы это класс. Низкочастотное звено, я его не стал даже измерять, потому что здесь абсолютно точно известно, что будет. Нет проблем с подвижной системой, нет с магнитной системой. Все динамики, неважно какая даже фирма, если сделана качественно, там как стол, все ровненько. Работает просто как поршень. Все, больше ничего здесь нет. Итак, значительное улучшение есть, конечно. Следующий график. Это вот заглушка. Вот она. Значит, компания не рекомендует ее ставить, и я тоже не рекомендую. То есть реально видно, насколько все изменилось. То есть 90-110 Гц – это последняя точка, дальше идет резкое падение. То есть бас как будто вот языком в корову пришла и слезала. Нет его. Бас исчезает. Поэтому они говорят, или для маленьких комнат, или если неправильно что-то стоит у стенки, вот вплотную все ставить. Поэтому лучше все-таки поискать место, как поставить правильно акустическую систему, чем терять бас. Но я, естественно, проверил и вариант Б. Это с заглушкой, без заглушки и с сабвуфером. REL, 7. У меня, правда, сейчас один был. Я знаю, как 2 работает, 1, но ситуация совершенно другая. Абсолютно другая. Причем в этом случае лучше, конечно, ставить заглушку, потому что иначе немножечко разваливается фаза на самых низких частотах. То есть атак снижается, нету плотности. Это важный момент, я считаю, очень важный. Во всех остальных случаях настоятельно рекомендую использовать фазоинвертор. Еще следующий график, это вот, нет, все-таки в начале лучше схемотехника. То есть вот такая вот схема, она приводится тоже в справочник компании KEF, это вот прямо оттуда я и взял. То есть на самом деле здесь вроде может показаться, высокочастотное звено, все понятно. Резистор, кондер, катушка. Да, кстати говоря, 2 резистора стоят в средне-высокочастотном звене. Они здесь, конечно, душат колонку по полной программе. По 2 Ома. Конечно, здесь одного вуфера вот для такого вот динамика его мало. Здесь можно 3-4 динамика, нормально. Но у них нету 3. Есть компании, кто ставит 3, а у них 2-4, потому что, чтобы точно сделать все по высоте. Среднечастотное звено может показаться, что это вроде как там второй порядок. Нет, это первый порядок. Первый порядок.
с цепями компенсации, потому что тоже мне писали письма, ну как же, второй, ну вот считай детали, нет, не детали надо считать, но вот надо взять и померить. Я вот взял и измерил, сейчас покажу график. И, соответственно, цепи коррекции на низкочастотном динамике, они отличаются от предыдущих, другая совершенно схема. Ну вот все очень красиво. Значит, следующий график – это кроссовер. Как в школе учили. Первый порядок. Ну, слева, может быть, там не первый, там 6,5-7 дБ на октаву. В принципе, этот резистор и нужен, что можно четко подгонять плечи так, чтобы все было идеальное сложение. А здесь предпосылки есть. Потому что, как сиалка, ну, здесь должно складываться все просто идеально. Что тут еще у нас интересного? Есть интересно. А еще есть, наверное, есть, я думаю. А может, нет, сейчас найду. Схемотехнику я показал, это показал. А в принципе все. То есть вот это все, что касается схемотехники и измерений. По коммутации я уже тоже рассказал, и остается прослушивание. Но сначала, когда я подключил, мне показалось, что я что-то не то включил или не так. Звук какой-то, ну вот такой вот, пожеванный. Но оставил я в покое. Нет, я, естественно, измерил сразу РТА, но даже не РТА, а сканировал стробоэффект, чтобы точно было. Разброс был, ну, понятно, что низкочастотная динамика ему долго разыгрываться, потому что обычно часов 80, да. Среднечастотная может быть чуть поменьше, но там все равно нюанс есть. Очень жесткие, узенькие подвес. Центрирующая шайба, она достаточно узкая. По амплитуде она как бы проходит. Там максимальное ее значение 2 мм на 400 Гц. Вполне как бы. 2 часа оставил, поработал, все поработал, поставил. Да, звук совершенно другой. То есть вот сразу могу сказать, что можно не включать, не слушать, там, ну включить-то надо, конечно. А вот слушать впечатление через 2 часа. Через 2 часа подходить. Через 2 часа я проверил даже, насколько линейная амплитудно-частотная характеристика, она стала идеальной. Как стол. Расположение колонок. Расположение колонок не очень критичное. Все совпадает с описанием, то, что дает КЕФ. 0,15 градусов внутрь. Если, предположим, достаточно низкие кресла, низкие сиденья, прямо. Звук прямо перед вами. Если нужно поднять, походить по комнате, ну мало ли, или высоко, может быть, монитор стоит, до 15 градусов. То есть больше делать здесь нечего. 15 градусов. Звук, соответственно, наверх. 1,5 метра. То есть очень так серьезно. 15 градусов дают где-то подъем на 1,5 метра. Следующее впечатление тоже, ну как бы из нюансов, это ощущение, что колонок нет. Их нет вообще. Звук идет из пространства. То есть вот можно сравнить, наверное, электростаты. Из простых акустических систем, вот нечто похожее я слышал на мониторах JBL. Нет там. Ну, так же, как, предположим, играет перед вами там 2 метра музыкант. Это не означает, что у него с грифа высокие частоты летят, в районе рук там где-то там струны, да, он перебирает, идут средние частоты, а ближе к ногам бас. Нет, вы слышите одно целое звучание. То есть абсолютно слаженное звучание по высоте, по ширине. Абсолютно. То есть даже вот сравните с Q750, я вот сравню, это день и ночь, это другая акустика. И вывод, соответственно, эта акустика подойдет для тех, кто любит пространство, прежде всего. Если там рок-музыка, еще что-то, надо что-то другое выбирать. А здесь идеально передается пространство и точность звука, потому что нету отдельных звуков, вот высоких, низких, просто есть общее звучание. Общий тональный баланс. Но об этом мне как бы писали, но это надо услышать. Если мало ли кто-то где-то будет слушать, рекомендую только прогретую систему слушать. Может быть, под себя ее установить. То есть нюансы, они очень маленькие. И, соответственно, 7 и 11, ну, там, скорее всего, предпосылки очень хорошие. Особенно 11. То есть вот реально UniQ это точно заточено под высокое звуковое давление. То есть здесь уже придушили очень хорошо. То есть из 4 Ом 2 Ома стоит на входе. То есть запас просто колоссальный. Вот, пожалуй, что и все. Для тех, кто любит качественную музыку,
Ну и, соответственно, контент, источник. Очень хорошо. Я слушал, пока у меня усилитель там стоит на задворках, в классе А. Фантастиш. Итак, на этом обзор завершен. Всем удачи, до новых встреч.